От того знаменитого 9 Б у меня остались лишь воспоминания и старая фотография. Фотография поблекла и расплылась от времени. Иногда мне кажется, что она расплылась от того, что ребята из этого класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть. И черты их растворило время. Зиночка, тебе все ясно? Ясненько, ясненько, прекрасненько. Нежно с морем прощалась, в этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнуло, без тоски, без печали, в этот час прозвучали слова твои. Остаемся, я не стану злиться. Виноват и в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Искра? Я, Зиночка. Ой, знал бы, что ты сразу бы открыла. Представляешь, Сашка Стамескин из школы ушел. Как ушел? Совсем ушел. Ну? Ну, у него же одна мать, да? Ага. Но она теперь заболела. Ага. Вот он и ушел. О, ужас-то, А ты что натворила? Я ничего не натворила. Не ври мне. Я прекрасно знаю, как ты краснеешь. А я не знаю, когда я краснею. Я просто так краснею. Наверное, я многокровная. Ты полоумная. Лучше признавайся мне сразу. Самой же легче будет. А, пропадушка. Кто ты? Пропадушка. Пропащий человек женского рода. Ты болтушка. Разве можно с тобой серьезно говорить? Ну ты представь, как Саша с его способностями не закончит школу. Ну ты представляешь, какая это потеря для всех нас? Да. А может быть, для всей страны. Он ведь может стать конструктором самолетов. Ну ты видела, какие он модели делает. А почему он не хочет пойти в авиационную спецшколу? Потому что у него уши. Какие уши? Уши. Он в детстве застудил уши, а теперь его не берет медкомиссия. О, все-то ты знаешь и про модели, и про уши. Да не все я знаю. Ну не знаю, что делать с Сашей. Слушай, а может быть пойти в райком комсомола? Господи, ну при чем здесь райком? Искра, ты мне лучше скажи, тебе стал тесным за лето лифчик? Какой лифчик? Ну, обыкновенный. Ну, не смотри на меня так. Просто я хочу знать, все девочки растут шире, или я одна такая уродина. Не тем ты интересуешься, Зинаида. О, Да, совершенно не тем, чем должна интересоваться комсомолка. это я сейчас комсомолка, а потом я хочу быть женщиной. Как тебе не стыдно? Нет, вы слышали? Оказывается, ее мечта быть женщиной. Не летчицей, не парашютисткой, не стахановкой, наконец, а женщиной. Игрушкой в руках мужчины. Любимой игрушкой. Просто игрушкой я быть не согласна я. Перестань болтать. Мне противно слышать, потому что это буржуазная пошлость, если хочешь знать. Ну, рано или поздно их придется узнать. Ну, ладно, ну не сердись. Ну,
Ну, давай. Ну, давай говорить о Саше. А знаешь что? Ему нужно устроиться на авиационный завод. Ему нужно учиться. И потом это совсем непросто. Это ведь совершенно секретный завод. И туда берут только проверенных людей. Сашка шпион? Глупая. Там ведь анкеты. Ну, А что он напишет в графе «отец»? Если даже его мама не знает, кто его отец. что ты говоришь? Слушай, а Вика Люберецкая, у нее же папа работает на этом заводе. Вика золотая девчонка, честно комсомольская. Я сама попрошу. Я все золотые. Ну, Искорка, ну, пожалуйста, ну, хоть разочек, а. Ну, единственный. Ладно, хорошо. Только не откладывай, слышишь? Вот спасибо. Да, я тебя за это поцелую. Ой, ну не может ты без этих глупостей. Ну все, давай. Валентина Андроновна, это вам. Скопчук, дорогой. А этот будет летчиком. А этот будет архитектором, построит самый лучший дворец пионеров в мире. А я? А этот будет выводить цветы и выведет самый прекрасный цветок, самый лучший на земле. Дорогие. Ты что делаешь? А ну, прекрати немедленно! Как же ты можешь девочку? А? Ребята, я не знаю, кто сейчас стоит перед вами. Может, будущий преступник. А может, отец семейства, примерный человек. Но знаю точно одно. Перед вами сейчас стоит не мужчина, потому что он только что бил девочку. А что такое настоящий мужчина, я ему сейчас напомню. Настоящий мужчина – это тот, кто любит только двух женщин. Да, двух. Что за смех? Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина – это тот, кто любит страну, в которой родился. Настоящий мужчина – это тот, кто отдаст последнюю пайку другу, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина – это тот, кто любит всех людей и уважает всех людей, и ненавидит врагов этих людей. И нужно учиться любить и учиться ненавидеть. Вот эти самые главные предметы в жизни. А я ваш новый директор, Николай Григорьевич Ромахин. Вот это настоящий комиссар, понял? Жить надо не распоряжениями, а идеями. А какая наша основная идея? Наша основная идея – растить граждан нового социалистического общества. Поэтому всякие распоряжения похерим и сделаем таким макаром. На первом этаже 1 и 6 классы, на втором 2, 7 и 8, на третьем 3 и 9, на четвертом 4, 5 и 10. Вот так. Вот так они все перемешаются, и начнется дружба. Где наши главные бузатеры? В 4 и 5. А теперь они будут на глазах у старших, те за ними будут присматривать. Ведь правильно? И никаких дежурных. Пусть шурует по всем этажам. Ребенок – существо стихийно вольное. Зачем же ему зря решетки ставить? Вот. Это во-первых. А во-вторых, у нас растут девочки. А зеркало всего одно на всю школу, и то в кабинете директора. Завтра же во всех девичьих уборных поставить новые зеркала. Кокоток будем растить? Не кокоток, а женщин. Впрочем, вы вряд ли представляете, что это такое. Для того, кто любит, трудных не загадок. Для того, кто любит, все они просты. У меня есть сердце, а у сердца песня, а у сердца песня, а у сердца песня. Ну, музыку, Пашка, ну ничего нельзя доверить. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне на тихую бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Пожалуйста, голубчик, не лежись. Пойми со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь. Не знаешь ты, что жить на свете стоит. А еще, пожалуйста. Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких и не всяких было. Но та, что всех безмолвней и грустней, сюда случайно вдруг не заходила, она придет, даю тебе по руку, и без меня, в ее уста весь взгляд, ты за меня лизни ей нежную руку, за все, в чем был и не был виноват. Какие хорошие стихи, очень хорошие. Вика, а чьи это стихи? Да это же Есенин. А Есенин это упаднический поэт. Он воспевает кабаки, тоску и уныние. Да пусть себе упаднический, разупаднический. Зато это изумительные стихи, да просто изумительные. Пойдем, Артем. Искра, а ты не читал Есенина? Артем, а это тебе наш подарок на день рождения. Раз, два. Мальчишку шлепнули в Иркутске, ему 17 лет всего, как жемчуга на Знаешь что, я хочу тебе дать эту книгу. Это папина книга, я никому ее не даю, но тебе хочу дать, чтобы ты прочла. Только читай, не торопясь, ладно? Спасибо, Вика. а он все время улыбался, мол, ничего не понимает. К нему водили мать из дома, водили раз, водили пять, а он и вовсе не знакомый и улыбается опять. Не толкайся. До свидания. Жорка, погоди. Полякова, задержись. Садись. Остапчук, закрой дверь. Ты ничего не хочешь мне сказать? Ничего. Жаль. Я ведь обращаюсь к тебе не только как к заместителю секретаря комитета комсомола, не только как к целеустремленному, идейному человеку, но еще потому, что знаю твою маму, Искра, прекрасного партийного работника. Ты спросишь, зачем это вступление? Затем, что враги сейчас используют любую возможность, чтобы растлить нашу молодежь, чтобы оторвать ее от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот поэтому твой святой долг мне сказать. Но мне нечего вам сказать. Да? Да. А разве тебе не известно, что Есенин поэт упаднический? И тебе не приходило в голову, что вас собрали под предлогом дня рождения, а я проверила анкету Шефера? Проверила. Он родился 2 сентября, а вас собрали 19-го. Зачем? Не для того, чтобы ознакомить с пьяными откровениями кулацкого певца. Стихи читала. Вика Люберецкая, Валентина Андроновна. Люберецкая. Да, Вика. Зиночка напутала в своей информации. Да. Полинка очень несобранная девушка. Много болтает лишнего. Кто-то влюбился, кто-то ушел из дому, кто-то пришел. Кто-то читал стихи. Значит, Вика, отец Вики, виднейший в городе конструктор, гордость нашего города. И Вика серьезная девушка. Это не дает им права. Ты понимаешь?
сумеем постоять за СССР. Глядишь, будем нас смелее в бой. Пусть гром гремит, пускай пожар кругом, мы беззаветные герои все. И все-таки наша жизнь есть борьба. Мы красные кавалеристы и про нас. Былинники или чистые ведут рассказ о том, как ночи ясные, о том, как дни ненастные. Мы гордо, мы смело в бой идем и идем. Хорошо. Завтра продолжим после уроков. А сейчас все по домам. Ты кто? Идиотка, сплетница или предатель? Значит, ты предатель, да? Я? Что ты там наболтала, Валендре? Иуда ты, проклятая! А я наговорила? Она поймала меня в уборной перед зеркалом. Ну, Стала ругать, что я верчусь и кокетничаю. Ну, я же вовсе не кокетничаю, я даже не знаю, как это делается. Я стала оправдываться, она расспрашивать. Подлая. ну, Я ничего не хотела говорить, но все рассказала. Но я не нарочно, Искорка. Я совсем не нарочно. ладно. Утирайся и пошли к Люберецким. Куда? Ты подвела человека, понимаешь? Завтра Вику вызовет Валендра и начнет допрашивать. И нужно, чтобы она была к этому готова. Ясно? Но мы же никогда не были у Люберецких. Не были, так будем. Пошли. Давай быстрее, Зинаида. Эй, а ты номер квартиры ты знаешь? Не волнуйся, найдем. Ну давай спросим. О, галериста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, нам нужна квартира Люберецких. А это вам вот тут справа. А, это в 3-м этаже, последний Да, окон. да, да. Спасибо. Мы красные кавалеристы. О. Вольно? Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. девушки. Ну что, техника интересуетесь? Так точно. Хорошо. Поехали. Ну, пошли, пошли, Зинаида. Ну, пошли же. Девочки, это несерьезно. Сложная судьба, сложная жизнь. Айседора Дункан никто Сергея Есенина не запрещал. Я думаю, ваша учительница и сама все это понимает. А разговор, что называется, под горячую руку. Хотите, я поговорю с ней? Ой, нет. Вы извините, Леонид Сергеевич, только мы должны в своих делах разбираться сами. Характер нужно вырабатывать. Я давно хотел познакомиться с вами. Много наслышан о вас. Ну, пап, А что? Разве это секрет? Извини. А я ведь давно знаком с вашей мамой. Встретились с ней в горкоме, разговорились, выяснилось, воевали в гражданскую, в одной дивизии. Удивительно, отважная дама была. Жанна д'Арк, Комиссар. комиссар. Что касается поэзии и искусства вообще, мне по душе искусство и вопросительные знаки предпочтительнее восклицательных. Восклицательный знак – это указывающий перст, а вопросительный вытягивает ответ из вашей головы. Искусство должно будить мысли. Нет. Искусство должно будить чувства. Зинаида. Ну чего? Зинаида права. Искусство должно идти к мысли через чувства. Ага. Тревожить человека, заставлять его болеть чужими горестями. Довольство собой порождает леность души, как у Блока. И вечный бой покоя нам только снится. Понимаешь? А Маяковский? Маяковский есть и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. а папа был знаком с Маяковским. Знаком? Вы что? Ну не может быть. Ладно, давайте чай пить. Давайте чай пить, прошу. Да мы спорили.
много. Не только о поэзии, мы не довольствовались абсолютными истинами. А разве можно спорить с гением? Можно. И нужно. Истина должна проверяться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин и всегда очень сердился, когда живую истину стремились переселить в чугунный абсолют. Когда папе приходит мысль, нельзя ему мешать. Где была? У Люберецких. Мам, что такое истина? По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста. Тогда скажи, существуют ли бесспорные истины? Истины, которые не требуют доказательств? Конечно. Если бы не было таких истин, человек оставался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет. Значит, человек живет во имя истины? Мы, да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которую учит нас наша партия. За нее пролито столько крови, принято столько мук, что спорить с этим, а тем более сомневаться, это значит предавать тех, кто погиб. И еще погибнет. Эта истина наша сила и наша гордость, Искра. Я правильно поняла твой вопрос? Да-да, спасибо, мам. Понимаешь, мне кажется, что нас в школе не учат спорить. С друзьями спорить не о чем, а с врагами надо драться. Но нужно уметь спорить. Надо учить самой истине, а не способом ее доказательства. Человек, преданный нашей истине, если понадобится, будет защищать ее с оружием в руках. Вот чему надо учить. А болтовня не наше занятие. Мы строим новое общество, и нам не до болтовни. Почему ты спросила об этом? Просто так. На ужин выпьешь молоко. Я больше ничего не успела сготовить. А мне завтра предстоит серьезное выступление. Ой, мамочка, ой, ну пусти, пусти. Ой, Ботик. Ботик улетел. Ну пусти, ну. Вот ты совсем недавно работаешь на заводе, а стал уже совсем другим человеком. Ну почему ты все время смеешься? Ну, если ты не согласен, то ну спорь со мной, что ли. Ну отстаивай свою точку зрения, а? Да меня твоя устраивает. А это не по-товарищески. И вообще, знаешь, Томиск, ты становишься ужасно хитрым человеком. Да не хитрый я. А улыбайся от того, что мне с тобой хорошо. А что, тебе со мной хорошо-то, а? Не знаю. Хорошо и все. Давай в беседке посидим. Если рассуждать логически, то человек интересуется сам собой. Ты меня понимаешь, да? Да. А вот если исходить не из мертвой логики, а из общественной, да? То, Искра, может... Ну, а ты не обидишься, если я... ну что, Саш? Нет. Ты наверняка обидишься. Ну, я не обижусь, Саш. Ну что, ну говори. Давай поцелуемся. Ну вот. Ну я же ведь просто так. Давай. Ой. Страшно, да? А у тебя сердце бьется, Саш? Давай еще разочка. Нет, не надо. Давай. Расскажи-ка нам, Леночка, какие ты знаешь притоки Ганга. Ну, Чамбл. Чамбал. Ну, а еще? Синг. Так, есть такой синг.
Не подсказывайте, не подсказывайте. В Гамате. Гамати есть. Ну ладно, хватит. Придется тебе плавать в притоках Ганга, как-нибудь выплывешь. А ты нам лучше расскажи, как там народ бедствует. Как английский империализм измывается над рабочим классом. Там еще Брахмапутра есть. Есть Брахмапутра, есть. Ну так к следующему разу подготовься, подсчитай и расскажешь нам. Ну садись. А я вам, ребята, расскажу про сальские степи. Что характерно в сальских степях? А характерно то, что там воды мало. И если вы в сальские степи попадете, то коня поите с самого утра и обильно поите, хорошо? Вот, чтобы до вечера хватило. А лучше всего пересаживайтесь-ка на местную породу. Потому как местные лошади, они выносливее, лучше. Вот. Ну что, теперь ты не будешь говорить, что это вредные стихи? Это замечательные стихи. И ты знаешь, мне кажется, что Есенина обязательно оценит и поставит памятник. А стихи его, они заставляют задуматься. Ну, например, что такое любовь? Папа считает, что в жизни есть две святые обязанности. Для женщины это научиться любить, а для мужчины служить своему делу. А ты вот как себе представляешь счастье? Счастье. Счастье быть полезным своему народу. Это долг. А я говорю о счастье. Ну, а как ты себе представляешь счастье? Любить и быть любимой. То есть я не о какой-то необыкновенной любви. Я говорю, пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И чтобы мы жили дружно и умерли бы в один день, как говорит Грин. Вик, это ведь мещанство. Я знала, что ты так скажешь. Нет, это не мещанство. Это нормальное женское счастье. Папа! Да-да, это мы. Это мы. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад видеть вас снова в нашем доме, Искра. Заходи. Спасибо, здравствуйте. А мы решили, дай-ка потом посмотрим. Присаживайтесь. Шлем сними. Забыл. Садись. Спасибо. Ну, садись. Мы вот решили посмотреть чертежи Сашиных собственных самолетов. Есть вещи интересные, кое-что. Да, но ты уж извини, тебе учиться нужно. Знаний маловато. Тебе говорила, учиться надо. А мы тут с Искрой поспорили о счастье. Но никак не можем понять, все-таки кто же из нас прав? Счастье. Иметь друга, который не отречется от тебя в трудную минуту. Ребят, какое, по-вашему, высшее завоевание справедливости? Высшее завоевание справедливости – это наш Советский Союз. Это завоевание в социальном смысле. Я имею в виду презумпцию невиновности. Человек не должен доказывать, что он не совершил преступления, что он невиновен. Наоборот, органы юстиции должны доказать обществу, что человек совершил преступление. Так было всегда. На языке юристов называется презумпция невиновности. Непонятно, да? Даже если он сознался? Даже если он сознался. Человек очень сложное, неожиданное существо. По слабости характера или ложным показаниям облегчить участь себя. Я подойду. Да? Извините, вызывают. Ты надолго? Хозяйничайте пока без меня. Чертежи оставь. Я потом посмотрю. Искра. Что? Что это? Заметка в стенгазету. Кто тебя надоумел написать ее? Никто. Не ври, Искра, я устала. Мам, ты же знаешь, я никогда не вру. Это правда я написала. Я сама не знала, что напишу ее. Я написала доверие к человеку. Даже к самому маленькому, даже к первоклашке.
о том, какие чудеса может творить человек, уверовавший, что в него верят. И разъяснила, что такое презумпция невиновности. Кто рассказал тебе об этом? Леонид Сергеевич Люберецкий. Милый интеллигент. Хм. Что он тебе еще говорил? Ничего. То есть говорил, конечно, о справедливости, о том, что нужно верить человеку. Так вот, этой статьи не будет. И ты ее не писала. Никогда. Мама, ведь это несправедливо. Справедливо только то, что полезно обществу. Только это и справедливо, запомни. А как же человек? Человек вообще. Человека вообще нет. А есть только гражданин, который обязан верить. Верить! Зиночка, Зиночка, вставай, в школу опоздаешь. Такой сон не дала досмотреть. Вставай, вставай, лентяйка. Мам! Мам! Что это такое? Что это такое, я спрашиваю? 1 октября, пора носить теплое белье. Ну, я уже не маленькая, кажется. Ты, конечно, не маленькая, но это только тебе так кажется. Ну, почему мне такое мучение? Потому что садишься, где попало, можешь простудиться. И вообще не бунтуй, Зинаида. Носи, что климатом положено, не в Африке живем. Это тобой положено, а не климатом. Все девочки как девочки. Елки, какая-то уродина. Сейчас ты и вправду уродина. Не чесанная, не мытая, не одета. Растет наша девочка. Невеста. Привет. Привет. Что сегодня вечером делаешь, а? Не знаю, но буду очень занята. А может, в кино пойдем? Есть 2 билета на последний сеанс. Мировой фильм. Решаю, как отказать одному человеку. Пойдем. Ладно, после уроков решу. Ну, давай, топай. Не хочу осложнений. В 9 вечера жду у Центрального. Угу. Ой, а меня сегодня мальчик в кино приглашал. Красивый такой мальчик. Да ладно, что за Да. мальчик? Говорит, какой-то, это самая, комедия какая-то с Любовью Орловой. Ага. Да, а я не пошла, вот с тобой здесь сижу. Что за мальчик? Слушай, ты что, мне здесь допрос устраиваешь? Сейчас уйду. Ну ладно, опять Юрка как-то стоит. Чего это? Папа! Папочка!
Искра спит. Пустите! Пустите! Искра, Искра, вставай! Искра! Что? Ой, Зитка, ты чего? Арестовали Люберецкого. Кого арестовали? Отца Вики Люберецкой. Только что. Я сама видела. Мама, что случилось, мама? Мамочка, ну ты что, мам? Мам. Я верю в справедливость девочки. Да-да, я тоже верю. Там разберутся, его отпустят. Правда, Зин? Вы спать ложись с Искрой. И не болтайте. Я схожу к твоим, все объясню. Спать. Детку совсем забросила. Хоть бы обед когда-нибудь для дочки приготовила, ты подумай. Ой, на чем? У нее даже примуса нет. Ой, Господи, нарожает. А посмотри, сама-то в чем ходит. На кого А сахарцу у тебя нет? Дай мне немножко. Пойдем посмотрим, вроде должен был. Ребят, быстрее, уже началось! А это Саша Стамескин. Да слышал про тебя. Хороший парень. Знаешь, какие модели делает? Так надо бы ему шлем подарить. Пригодится. Держи. Спасибо большое. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, Кравчук, уроки выучил? Здравствуйте. Пройдем ко мне в кабинет. А ваше имя, отчество? Товарищ Полякова. Товарищ Я пришла Полякова? по поводу Люберецкой Виктории. Девочка осталась одна, надо написать родным. Напишем непременно. Но это же недоразумение. Чушь какая-то. Люберецкий чистейший человек. И наш долг поставить партию об этом в известность. Так, я прошу ничего не предпринимать. Это почему же? Это не ваше дело. Потому что кроме долга существует еще право. Вы так считаете? Я знала Люберецкого по гражданской войне и здесь по совместной работе в городе.
меня такое чувство, что я скоро надорвусь. Или уже надорвалась. Пройдемте ко мне в кабинет и... В нашем разговоре прошу никому ничего не говорить. До свидания. Есть. Чернышевский Николай Гаврилович родился... родился... Ну, Остапчук, что ты мямлишь? Ну. Откуда ты знаешь? Полякова, что за вздохи? Что ты шепчешься? Я все вижу и слышу. Значит, не все. Садись, Остапчук, горе ты мое. Дневничок оставь. Из искры возгорелось пламя. Продолжим урок, Ландес. Ты так много вертишь, что, стало быть, много знаешь. Изволь. Можно выйти, Валентина Андроновна? Что случилось? Тебе плохо? Нам неплохо. Мне очень плохо. Шефер, сядь. Ты не можешь сопровождать Полякову туда, куда она побежала. Я могу сопровождать. Боков, что случилось? В чем дело? Вы мне что тут? Это что, заговор? Здрасте. Ну где ты была-то? У Вики Люберецкой. Ну знаешь, знал, что ты ненормальная. Ну, чтоб до самой Ты меня маковки. все проверяешь. Ты что, ревнуешь, что ли, а? То, что Люберецкий этот враг народа. Ты знаешь? Да ты что такое говоришь, Саш? А ну скажи, что пошутил, ну быстро. Я это точно знаю, поняла? А он меня на работу устраивал личным звонком на секретный завод. Я и ждал тебя, чтобы предупредить. О чем ты меня хочешь предупредить? Как-то. Вот об этом. Ах, об этом, да? Ну, спасибо, Саша. А Вика как? Ну при чем здесь Вика? Вот именно, что Вика тут, получается, ни при чем. Вика моя подруга, Саша. А ты хочешь, чтобы я ее предала. Даже если это правда. Вика тут ни при чем, ты меня понял? А вот ты... А что я? Ничего. Наверное, мне показалось. Ладно, Саша, иди. Да подожди. Искра. Иди домой, Саша. Мне нужно побыть одной до свидания. Вика, ты как честный человек, как комсомолка. А в твоей комсомольской честности я не сомневаюсь. Завтра перед всей школой, как перед всем народом, отречешься от своего отца. Ну, ты помнишь, как это было с Никифоровым. Я этого не сделаю никогда. Ах, даже так? Так, крикни Полякову. Что вы сказали Вике, Валентина Андроновна? Что вы ей сказали? Это тебя не касается. Где вы вчера были? У Вики Люберецкой. Ты подговорила ребят пойти туда? Я предложила. Пошли сами. Вот зачем ты это предложила? Нельзя оставлять человека в беде. Она называет это бедой. Николай Григорьевич, вы слышите? Значит, ты организовала субботник. Но, может быть, ты вообще не веришь? Может быть, ты считаешь, что Люберецкий невинная жертва? Ну, почему ты молчишь? Ты скажи. Я знаю. Совсем недавно, Валентина Андроновна, вы говорили, что Люберецкий – гордость нашего города. Но мы не будем делать выводов, Полякова, в связи с твоим безупречным прошлым. Но учти. Учти, Полякова. Завтра же проведешь комсомольское собрание.
повестка. Но нужно же как-то решать комсомольскую судьбу Люберецкой. Как ты считаешь? Я, например, считаю, что дочери врага народа не место в ленинском комсомоле. За что вы? За что вы, Валентина Андроновна? Ведь она же не виновата, что у нее отец. Да, конечно, Николай Григорьевич. конечно. Я не буду проводить это собрание. Что сказала? Я не буду проводить это собрание. Что? Ей же плохо! Плохо! Что вы сидите, как клуша? Ну, как дела, хороший человек? Откуда вы знаете, что я хороший? О, трудно было догадаться. А с Викой что будет? С Люберецкой ничего хорошего не обещаю. Я поговорю, конечно, но сама понимаешь. Понимаю. Я ничего не понимаю. Здрасте. Здрасте. Проводите Искру. Ну как ты, а? Довела? Стерва. Ну, стерва! А взрослые так не говорят. Да ладно, какая она взрослая валендра. Стерва. Ребят, давайте за город поедем, а? В Сосновку. Там и лес, и речка есть. Слушай, да, тут пробежали, давай, давай. Искра. Спасибо тебе, Искра. Папа не зря говорил, что ты самая лучшая. С комсомолом будет трудно, Вика. Да, я знаю, мне Валентина Андроновна все объяснила. Ну ты не переживай. Собрание через неделю, что-нибудь придумаем. Пошли. Ландыш, ты меня любишь? Очень. Ты долго будешь любить меня? Очень. Поцелуй меня, Ландыш. И обними меня. Обними меня покрепче.
Срочно сходи к Люберецкой. Выясни, почему я не была на занятиях. Может, она вообще не придет? Не надо, Валентина Андроновна, она придет, она слово давала. Не пришла, потому что к собранию готовится. Господи, опять капризы, прям беда с вами. Объявление висит? Зачем объявление, так все знают. Да ты что, Полякова? Придет представитель райкома. Это же непростое персональное дело. Ты же понимаешь, что оно непростое. Я понимаю, нет объявления. Полякова, да ты что? Что значит нет? Объявлений нет, Валентина Андроновна. Пеняй на себя, Полякова. Здравствуйте. Сидите, сидите. Садитесь, товарищи. Здравствуйте. Где Люберецкая? Не пришла еще. Я так и знала. Коваленко, срочно сбегай к Люберецкой и тащи ее сюда. Может быть, мы пока начнем? Нет, придется обождать. Подождем, да? Может, вам удобнее с нами здесь? Мне и здесь удобно. Народ кругом. Подождем. У нас есть время поговорить и поразмыслить. И, может быть, то, что Люберецкая оказалась жалким трусом, даже хорошо. Во всяком случае, это снимает с нее некий ореол мученичества, который ей усиленно прилепляют плохие друзья и плохие подруги. Да, плохие друзья и плохие подруги. Хороший друг, верный товарищ, всегда говорит правду. Как бы горька она ни была. Не жалеть надо. Жалость обманчива, слезлива. Но всегда оставаться принципиальным человеком. Всегда. Вот с этих принципиальных позиций мы и будем разбирать персональное дело Люберецкой. Но разбирая ее, мы не можем забыть и другие имена, товарищи. Мы не должны забывать об увлечении чуждой нам поэзии, некоторых чересчур восторженных поклонниц литературы. Мы не должны забывать о разлагающем влиянии вредной, либеральной, то есть буржуазной демократии. Локоны, зеркала. Тихо, товарищи, тихо! Далекие от педагогики элементы стремятся всеми силами проникнуть в нашу систему воспитания, сбить с толку отдельных легковерных учащихся, а то и навязать свою гнилую точку зрения. Тихо, товарищи, тихо! Вопрос о бывшем директоре решается сейчас. О бывшем? Да, о бывшем. Товарищ Ромахин освобожден от должности директора. Минуточку. Зачем же так категорически? Николай Григорьевич пока не освобожден, вопрос пока не решен. Давайте пока воздержимся. Пока. Возможно, я не права с формальной точки зрения. Но как честный педагог, прекратить смех! Возможно, я форсирую события. Но я свято верю. Где Люберецкая? Что ты молчишь? Я тебя спрашиваю, где Люберецкая? В морге. В смерти моей прошу никого не винить. Я поступаю сознательно и добровольно. Вика Люберецкая. А что она с собой сделала, товарищ следователь? Снотворное. Слишком много снотворного было в доме, а девочка одна. Ей было больно? Она просто уснула. А спохватились поздно. Да и тетка я аккурат в этот день приехала. Видит, девочка спит, и будить не стала. Не стала будить. Послушай, Искра, вы же все эти дни были вместе. Вот тут твои показания. Ну как же ты не заметила? Что надо было заметить? Может, обидел ее кто. Может, жаловалась. Может, что говорила. Припомни.
Ничего она особенного не говорила. На кого не жаловалась, никого не обвиняла. Это мы знаем. Я насчет обид. Ну, а по-вашему, по-девичьи. Понимаешь? Ничего такого не было. В Сосновку накануне ездили. Хоронить. Когда будут хоронить? Дело я закрываю за отсутствием состава преступления. Чистое самоубийство на нервной почве. А насчет похорон ты у родственников спроси. Нет у нее родственников. Ну ведь тетка-то приехала. Пошли. Ножи, ножницы точу, ножи от мясорубок, колесни. Ты осторожней. Кто последний? Это скажите, а керосин будет? А куда мы? Тетя и приехала. Следователь сказал, что насчет похорон нужно у родственников спросить. Тетя, ее в больнице. Сердечным приступом. Девочки, что же нам теперь делать? Возьмите свежий. Может, в милицию, а? А это для вас специально. А я знаю, что нам делать. Вику должны хранить мы, девочки. Мы. Пошли. Ты, конечно, пойдешь на похороны. И это правильно. Друзьям нужно отдавать последний долг. Но я категорически запрещаю устраивать панихиду. Ты слышишь? Категорически. Я не очень понимаю, что значит панихида в данном случае. Вика успела умереть комсомолкой. Причем же здесь панихида? Так, Искра, мы не хороним самоубийц за оградой кладбища, как это делали в старину. Но мы не поощряем слабовольных и слабонервных. И поэтому я прошу, настоятельно прошу, никаких речей и тому подобного. Или ты сейчас дашь мне об этом слово, или я завтра запру тебя в этой комнате и не пущу на похороны. Неужели ты сможешь это сделать, мама? Да. Да. Потому что мне не безразлично твое будущее. Мое будущее? Да. Ах, мама. Мамочка, не ты ли учила меня, что лучшее будущее – это чистая совесть? Совесть перед обществом, а не перед... Ты единственное, что мне осталось. Единственное. Я плохая мать. Но даже плохие матери хотят, чтобы дети их были счастливы. Оставим этот разговор. Иди спать. Иди. У тебя завтра тяжелый день. Ребята! Дети, сегодня занятий не будет. Младшие могут идти по домам, а старшие проводят последний путь
своего товарища, трагически погибшую ученицу 9 Б Люберецкую Викторию. Вот за это вы ответите. За это вы ответите. Товарищи, парни и девчата. Смотрите, во все глаза смотрите и запомните. Убивает не только пуля. Убивает дурное слово и скверное дело. Убивает подлость и трусость. Убивают равнодушие и казенщина. Запомните. На всю жизнь. Сейчас я вам прочту письмо, последнее письмо Вики. Дорогая Искра, когда ты будешь читать это письмо, мне уже не будет больно. Не будет горько, не будет стыдно. Меня вызывали к следователю, а я ему не верю. Мой папа честный человек. Я много думала об этом. Нет, я не струсила, Искра. Что бы обо мне ни говорили, я не струсила. Я осталась комсомолкой и умираю комсомолкой. Поступаю так, потому что не могу отказаться от своего отца. Не могу и не хочу. А сейчас я целую тебя за все. Прошлое и будущее. Моя самая дорогая и любимая подруга. Взрывать, что ли? До свидания, друг мой! До свидания! Милый мой, ты у меня в груди! Предназначенное расставание обещает встречу впереди! Встать! Ты устроила панихиду на кладбище. Ты! Мама. Молчать! Я тебя предупреждала! Я тебя предупреждала! Я тебя очень люблю, но если ты еще раз ударишь меня, я уйду насовсем, слышишь? Здравствуй. Привет. Ты почему вчера на кладбище не пришел? С работы не отпустили. Ну что, пошли в кино? В кино мы не пойдем. Пошли погуляем. Ну, давай погуляем. Вчера был дождь. Цветы, знаешь, мокли и темнели прямо на глазах. Страшно было. А директор зря вчера на кладбище выступал. Ну, почему же зря? Хороший мужик, жалко. Что значит жалко? Снимут. А по-твоему, значит, нужно молчать, беречь здоровье, да? Не надо лезть на рожон. Сколько тебе лет, Стамескин? 100? А дело не в том, сколько лет. В том, Саша. Как хорошо, когда вокруг одни старики, да? Каждый держится за свою больную печенку. Так аккуратненько старается дожить. А вот подумать о том, чтобы просто жить, никому в голову не приходит. Нет, это не для нас, Саша. Мы самая молодая в мире страна. Ты никогда не смей становиться стариком, понял? Это тебе кто? Люберецкий растолковал? Ну тогда помалкивай, поняла? А ты? Ты еще к тому же и трус. Это к чему к тому? Плюс ко всему. Ну, знаешь, вы только языками возите, А плюс Б, а мы вот этими своими руками богатство в стране создаем. Искра. Искра. Ну ты же видишь, я дурака валяю, шучу. А шлем тебе Люберецкий подарил, а?
Здравствуйте. Садитесь. Коваленко, кто тебе разрешил пересесть? Мне никто не разрешал, я думала... Немедленно сядь на свое место. Валентина Андроновна, раз Искра все равно не пришла, я... Без разговоров, Коваленко. Разговаривать будете, когда вас вызовут. А, значит, не будем разговаривать. Что за реплики, Шефер? Ты что, на минуточку забыл об отметке по поведению? Что случилось, Коваленко? Ты стала плохо слышать? Валентина Андроновна, пожалуйста, можно я сегодня посижу с Боковой? Та парта Вики. А, понятно. Вы решили устроить памятник. Очень трогательно. Но только вы забыли, что это школа, где не место хлюпикам и истеричкам. И немедленно марш на свое место. Живо! Не смейте! Не смейте говорить мне ты! Никогда! Слышите? А ведь вы не правы, Валентина Андроновна. Конечно, Коваленко тоже не защищают, но вы тоже. Садись, Остапчук. Я, кажется, сказала, чтобы ты сел. А я еще до этого сказал, что вы не правы. У нас вон Шефер и Ланда с усы бреют, а вы дети, а мы не дети. Уж, пожалуйста, учтите это. Что ли? Так. Уяснила. Кто еще считает себя взрослым? Понятно. Садитесь. Мы сегодня почитаем сон Веры Павловны. Бокова, не соблаговолите ли вы прочесть? Можно сидя. Будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести. Настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждениями ваша жизнь, насколько вы сумеете перенести в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его. Переносите из него в настоящее все, что можете перенести. Давайте. Надо ходить в школу, Искра. Надо заниматься делом. Иначе ты без толку вымотаешь себя. Завтра пойду. К горю трудно привыкнуть. Я знаю. Но надо научиться расходоваться, чтобы хватило на всю жизнь. Значит, горя будет много. Если останешься такой, как сейчас, а я уверена, что останешься, то горя будет достаточно. Есть натуры, которые горе воспринимают обильнее, чем радость. А ты из их числа. Надо думать о будущем.
какое-то оно будущее, мама. Поешь. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Мы к Николаю Григорьевичу. С праздником поздравить хотим. Ну, проходите, если пришли. О, это вы? Здравствуйте. Здравствуйте. А мы вот пришли к вам поздравить вас с праздником Великого Октября. Спасибо. Спасибо, ребята. Маш, согрей чайку. А, хорошо, сейчас. Куда это? А вон туда, пожалуйста. На демонстрации были. Да. Весело? Весело. Так и должно быть. Все правильно. Песни пели? Песня? Да. Ну, Это хорошо. Песня дух поднимает. а почему вы с нами не были? Занемог, вот. А врача-то вызывали? И почему вы в постель-то не лежите? Вы не больны. Вы... Почему вы больше не проводите в школе спевок? Почему баян унесли? Меня из партии исключили. Из родной партии. Неправда! Тебя исключила только первичная организация. И не распускайся, пожалуйста, слышишь? Мы красные кавалеристы, и про нас блинники речистые ведут рассказ о том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные мы смело, мы гордо в бой идем. Видишь, буденный нас смелее в бой. Пусть гром гремит, пускай пожар кругом, мы беззаветные герои все. И вся-то наша жизнь есть борьба. Все мы в этом мире тленны. Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть. Леонид Сергеевич Люберецкий вернулся домой.
Мы должны быть настоящими. Понимаете, настоящими. Пошли к нему. Пошли. Пойдем. Все вместе. Давайте быстрее. Мы друзья Вики. Мы пришли вам рассказать. Мы до последней минуты были вместе. Мы в Сосновку вместе ездили. Уходить надо, мешаем ведь. Леонид Сергеевич. Все не так. Ну что вы? Зачем? Какой тяжелый год. А вы знаете почему? Потому что 1940-й високосный. А вот следующий год будет обязательно счастливым. Вот увидите. Девятый Б. Герой Советского Союза, летчик-истребитель Георгий Ландес. Жора Ландес. Марки собирал. Артем Шефер, когда перебили провод, он взорвал себя вместе с мостом. Просторная у него могила, у нашего Артема. Павел Остапчук. Пашка юморист, артист наш школьный, профессиональный разведчик. Когда фашисты казнили пленных, он расстрелял палачей и погиб сам. Искра Полякова. Комсорг. Атаман в юбке. Искорка наша, связная моя по подполью. Гестаповцы повесили ее вместе с матерью. Так они и висели вдвоем. Рядом Искра Полякова
и товарища Полякова. А подполье жило и било гадов, и мстило за Искру, за маму ее, за всех ребят. Жестоко мстило. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнуло, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Расстаемся, я не стану злиться. Виноват и в этом ты и я. Утомленное солнце нежно с морем прощалось.